più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolcino d'amor. Мы приехали в Соренто, да, вот там очередь стоит, не знаю, куда они. Вот такой вот у нас кораблик. Вот так вот выглядит город. Ну, это не город, скорее вон там, вот центр, с той стороны. Пойдем теперь еще погуляем по городу, а потом заселимся в наше жилье. Смотрите, там что-то типа пещеры. Вон там вот. Ну, выглядит, как будто бы ее намеренно вырыли, ну, в плане... Ну да, она прям выдублена, такая форма какой-то. точная форма. А еще, смотрите, яхта. Ну, тут яхты вдали. вообще, у них такие эти... Как это называется? Мачты, не мачты. Столбики, короче, эти, которые держат Нет, это, паруса. наверное, мачты называются, столбики. Да, вообще такие здоровые. Да. Какой-то мы дорогой город приехали. Лакшери прям. Мы вот идем и думаем, как же подняться. Как-то стены здоровые, а мы как бы не очень хотим по ступенькам, конечно, ходить. Ладно, если надо, то пойдем. Куда мы денемся? Чувствую, сейчас будет какой-нибудь платный лифт. Вот наверх. Я вообще не знаю, надо ли нам наверх. Жалко, по Google картам особо не видно, где там вверх, где там вниз, просто улицы и все. А тут вон какой вверх. Как солнышко красиво светит. А еще, ну вот, где-то там должна быть лестница, видимо. Вон там вот наверх. Не вижу тут нигде пляжей почему-то. В обозримых местах вообще тут только порт. Там вон везде камни, нигде пляжа нет. Пляжи это вот эти вот, они прям здесь по карте были, вот прям рядом с этим. Вот видишь, там спускаешься, там где зонтики все стоят заправленные. Это, походу, все считается пляжем. Чтобы вы понимали, вот это вот отмечено как пляж. Там, правда, кабинки вон есть какие-то. Но как тут спускаться на воде, что-то я не вижу. Наверное, какие-то лестницы должны быть. Вот такая тут береговая линия. Ну да, сюда можно спускаться на песочек, во-первых. А во-вторых, можно там дальше. А, ну да, какие-то есть. Пляж закрыт, но людям не помеха. Вот тут, да, указатели какие-то есть на лифт. Во, сейчас мы посмотрим, как тут все устроено. Ты здесь, да. Угу. Тут есть лифт, и он платный. Вот тут цены. Ну что, поедем? Не знаю, давай посмотрим, сколько идти. Сколько идти? Ну, пойдем посмотрим. Ну, типа, по высоте-то пофиг, но если надо только ходить туда, то... Нет, здесь, наверное, лестница сейчас будет. Здесь вот лестница есть. Наверное, вот она и ведет куда-то наверх. А, ну видишь, там, где люди фоткаются сверху прям. Ага. Пойдешь пешком? Ну, сколько тут? Метров 50? Пойдем? Пойдем? Да не надо, Дима, зачем? Ну ладно, поехали, хорошо. Давай хоть один раз проедем. Если потом... ты хочешь, то... Давай хотя бы без рюкзака будем ходить. А с рюкзаком, не знаю, мы, наверное, ни разу больше не будем. Лифт обычно. Ехали не так долго. О, выход сразу на улицу. Может, реально вниз бесплатно? Что тут вообще ничего нет, ни указателя, ничего. Поэтому, наверное, там и написали прямо лифт. А вот, смотри. Что значит? Что это значит? Выходи бушкет или что? Походу, да. Ты спускаешься и там платишь, да. Ну да, там турникет с две стороны был. Да, вот такой вот вид сверху.
Ну вот, да, можно подниматься Ну, пешком. это могли быть мы. Это обычно мы вообще-то. Это обычно мы вообще-то. Меня Настя забайтила идти на лифт только потому, что нам еще идти вон туда, куда-то, в эти домики, наше жилье, поэтому... Ладно. Мы сегодня столько прошли. Тропа богов. Потом эта дырка в скале. И он такой, пойдем пешком за 1,5 евро. Да я просто уже в 1-2. состоянии, когда просто, если время позволяет идти, то я готов идти, типа... Просто скажите... Что есть боль, что есть... Что тут? Просто... Да. Ой, это Везувий? Походу, да. В итоге едим пиццу у супермаркета. Но пиццу купили не в супермаркете, просто на вынос, потому что... Да, нам жалко плюс 4 евро, чтобы есть пиццу в заведениях, если можно есть где угодно. Особенно, когда так хорошо на улице. Когда есть где поесть, да? Когда есть где присесть. Какая-то странная, с кукурузой мы взяли. А еще мы купили колу за 3,20, 3 литра. Ну, за 3 евро за 2 штучки. Вот, это очень выгодно, вы просто не понимаете. Это очень выгодно. Когда в заведениях 0,33 по 2,50, по 2, по 3, то это вообще просто... Это мы, получается, вообще... Мы сейчас приедем, будем много дней жить в одном месте, поэтому это себя оправдывает. Привет, мы в Соренто, и мы идем осваивать новые места, новую тропу. Мы вообще сейчас живем в кемпинге, и эта тропа где-то рядом с кемпингом, поэтому вообще по-хорошему, если будете ехать от Соренто к этому месту, то нужно будет подъехать на чем-то. Но у нас тут близко, мы уже подъехали, поэтому мы сейчас пойдем пешком вдоль дороги. Да. А живем мы в таком кемпинге. В общем, тут очень большая территория. Тут некоторые приезжают на таких вот больших машинах ставят. Кто-то на маленьких, кто-то на больших кемперах. У кого-то тут даже приезжают со своими мотоциклами, велосипедами, даже смарт-карами. Да, есть такие вот еще домики, вон там вот, кстати, виден. Есть вообще много разных домиков. У нас такой вот купол, и у нас вот повезло, очень классный вид. Но есть там и другие всякие разные варианты. Можно просто палатку арендовать, поставить. Можно, вот есть такие домики, есть домики прям с туалетом. У нас купол, просто купол и как бы общий туалет и душ. Но это как бы очень дешевый вариант. Он вообще стоит 30 евро за ночь, но нам не повезло, мы немножко опоздали, поэтому забронировали за 40. Да, есть еще вот такая кафешка здесь. Да, тут на территории есть ресторан, бар, мини-маркет. Конечно, цены здесь соответствующие, конкуренции никакой. То есть даже здесь вот за пределами этого кемпинга тут есть по факту только отели, и поэтому никаких особо магазинов, ресторанов, ничего нету. Да, тут получалась так, система такая, что как бы тут стоит дешево жилье, то есть это намного дешевле, чем в принципе в Соренто, да, но они добивают все дополнительными штуками. То есть, например, интернет платный, там 7 евро за 3 дня, там вода платная, горячая. Хорошо, что пляж бесплатный, то, мне кажется, может, сезон будет платный. Да, набрать воду, типа чай там какой-нибудь сделать тоже. Либо покупаешь там себе капучино за 3 евро, либо берешь за 1 евро просто кипяток. Ну, в общем, свои плюсы и минусы есть. Везли нас на таком гольф-каре. Насте очень понравилось, потому что там, короче, очень жестко подкидывало нас на всяких лежачих, поэтому было даже стремновато. Мы там по Wi-Fi ругались, и Настя даже забыла о том, что нужно дальше там списываться с трипкомом. Да, достаточно. Настолько стрессовая ситуация была. Все путешествия у нас 2 ситуации, и все обе с трипкомом. Но обе, честно говоря, не решили, типа, компенсацию дали. То есть, например, сейчас вот тоже. Там было написано, что интернет в общих зонах бесплатный, а на самом деле он платный. И я начала ругаться с трипкомом, и они такие, окей, заплатите, а мы потом вам вернем деньги. И реально вернули. Ой, а теперь немного про дороги в Италии. Ну вот так вот. Такие тут тротуары, идешь вдоль дороги, автобусы едут, потом тебе сигналят. Ну, как бы, когда встречки нету, то как бы еще нормально, они там выезжают на встречную полосу, но если встречка, то, не знаю, нужно вжиматься просто максимально. Типа, это проблема не только в там Миноре, Майоре, вот этом Амальфийском побережье, это здесь везде так. Да, надо показать еще остановку, как она выглядит. Просто нарисована на асфальте остановка, и вот как бы ты становишься и тоже так вот жмешься, и автобус приезжает, перегружает все движение, и просто как бы люди заходят, садятся, и вообще, конечно. Вот мы свернули уже с улицы этой большой с дорогой. Вот, ты так идешь, просто какие-то маленькие такие картинки на стене. Прикольненько. Что еще будет? Да.
Короче, такое вот упригоживание. Это, по-видимому, уже остатки этой виллы или замка, что здесь крепость. Ну, вообще вилла. Вилла, да, но выглядит как крепость, прям такие стены здоровые, укрепленные, как будто бы. В общем, людей тут много. Вот это второй пляж. Мы там видели еще один, но его особо не было видно за деревьями. Тут уже как бы его видно. Да, туда можно спуститься. И выглядит, конечно, красивая такая водичка. Люди у нас на том. Ну, туда, в принципе, можно столе. доплыть, смотри, сколько плыть. Может даже дойти, там камни какие-то лежат. А, ну да, и по камням. Не, ну смотри, там какое-то течение вот этих камней, как будто бы там особо не дойдешь, только доплывешь. Кто-то на каноэ даже здесь приплывает. Мы решили сразу дойти в самую далекую точку этого всего места. И это оказалось такое вот место. Тут какой-то бар, какие-то лежаки. Тут тоже есть выход к морю. Но там какая-то каменная плита, поэтому не то, чтобы сильно интересно. Так что мы, наверное, вернемся обратно и будем еще смотреть там. И спускаться к морю уже там. Это вот такая вот дорога к этому бару среди оливковых деревьев. Мини-гамак. Даже пещера есть какая-то. Да, кстати, пойдем посмотрим. Да, я в пещере, но эта пещера такая, обычная. Ничего необычного. Так, чисто спрятаться от дождя, если Да. у вас тут настих он. Ну или от солнца. Ну, от солнца как-то даже прохладненько, честно говоря. Хочется поближе к воде. Вот это, получается, дальний пляж, на котором мы только что были. А вот здесь вот уже виден пляж поближе. Сейчас посмотрим, как туда спуститься вообще можно. Да, ну там вот где-то был спуск вон там, где мы проходили, вон там. Идем еще вот туда прогуляемся, еще поверху. А в Тут конце сама вилла, уже... вот, получается, на этом. Да, тут сейчас посмотрим виллу, а вот там пляж. Да, тут действительно тоже вилла есть, но тот вот пляж, который мы были раньше, там вот люди прыгали с этих камней. И вот, соответственно, какие-то остатки. Все, у Насти начинаются заброшки. Идем изучать. Тут Ну, такое. как? Заброшки. Сюда, наверное, все ходят в туалет. Да неправда. Так посмотри, там сколько салфеток лежит. Ну да, запах не очень, конечно. Фу. Тут Туда уже, тоже конечно, можно пойти. не фрески. Да, такое Современное искусство. Да, Ну да, современное. такое, как бы прийти, конечно, посмотреть можно, но... Ой, там так красиво волны бьются вообще. А здесь такие большие волны. Ага. Тут вилла большая, вот смотри, вон здесь какие-то тоже остатки. Мы на крыше сейчас стоим. Да. Ну и вон там Соренто, получается. Ну да, тут действительно хайпово, но людей, конечно, очень много. Притягивают в эту. Тут сейчас такая замкнутая, да, пространство. Там же вот такая небольшой проливчик есть. А так вот вода почти, видишь, такие мелкие волны. Ну, не знаю, наверное, мы сможем сюда не будем спускаться. Ладно. Ну, если столько А, людей, то пойдем. как будто бы да. Пойдем тогда на тот, который подальше пляж. Мы походили тут, погуляли, что могли, посмотрели. И теперь идем скупнуться, немножко отдохнуть, взять чипсики поесть. Вообще странно, что столько людей. Я не ожидала, что будет столько. Думала, это такое уединенное место, которое трудно найти и невозможно забыть. Ну, видишь, видимо, с отелей всех этих, они, в принципе, куда-нибудь сюда и Ну, видимо, да. Возможно, если у отеля нет пляжи, да. пляжи, так и точно сюда надо ехать. чтобы не ехать в Соренто, то просто сюда приходится. Мы покупались 2 раза, поели чипсы
И теперь поднимаемся Да, обратно. обратно. Подъем, да. конечно, тяжело. Время сколько сейчас? 2:20 где-то. Покушать тут 2 или 3 заведения, которые мы нашли по карте рядом. Они скоро закрываются, мы не успеваем. Короче, не поешь. Как там. обычно у нас в Италии проблема, где поесть. Да. А про пляж хочется еще сказать, что там, в принципе, вот сейчас в мае вода еще холодная. Лично для меня, как бы, ну, вчера вообще ледяная была, тяжело было даже заходить. А сегодня, он, как бы, я в итоге зашла. Казалось, что там плаваешь неплохо, но вообще, конечно, холодная. Ну и берег такой сильно каменистый, то есть нужно обязательно тапочки какие-то брать такие для плавания. Так красиво, конечно, людей много. Вода, в принципе, тоже такая не мутная, то есть прозрачная, но Но плавают какой-то какие-то водоросли. какой-то мусор и водоросли, да, не бывает, немножко приплывают. Есть, например, вот такие домики. То есть здесь, видимо, да, здесь уже кондиционер прямо он выведен на улицу. Возможно, туалет есть. Ну, это как бы своя такая территория рядом. И вот так вот. Есть такие домики, палатки. Вот они как бы, получается, снизу столик. Не, вот здесь вот, получается, снизу столик, а сверху как бы палатка. Туда залазишь и там живешь. Вот. Ну, либо такая одноуровневая. Короче, тут на самом деле очень много всяких разных видов палаток, кемпингов, глэмпингов и всего такого. Да, вот у нас такой вот купол. Типа, теоретически там можно смотреть на звезды, открывать, но эта штука грязная, стекло. И, в принципе, вот у нас, например, она накрыта вообще соломой, потому что, ну, видимо, чтобы не нагревала сильно, потому что если по факту вот оставить ее так, то она потом внутри эта палатка так нагреется, что жесть. А здесь, вот, например, люди с палаткой стояли. Вот, и у нас эта палатка, она... Ящерки у нас тут бегают. С таким видом. Нам очень повезло. То есть вон там вулкан, там Соренто, ну и море, конечно. Сегодня мы едим в таком вот месте. Это какой-то домашний ресторан. То есть тут прямо семья принимает. Примерно с марта, я читала, 25 года. Вот, у нас там не было очереди, то есть у них центр 5:00, и не было очереди, мы записались на послезавтра. Вот, и сегодня это настало. Мы пока заказали вот такие бутербродики по 2 евро, вино, как бы, и ждем еще основной заказ. Там спагетти, лазанья, все вот такое вот. Короче, мы чем дольше здесь находимся, тем меньше паримся и заказываем все больше и больше. Теперь у нас уже не просто первое блюдо, а еще и вот какие-то закуски и вино, бутылка. В первый день мы такого себе не позволяли, конечно. Мы брали пиццу за 5 евро и такие, вау. Да, на двоих. amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle Мы выселились из нашего кемпинга и приехали непосредственно в сам, так сказать, центр Соренто. Вот, город, в принципе, довольно-таки побольше, чем все эти прибрежные, там, Амальфи, Минори, Майори, вот здесь 16 тысяч человек проживает. Да, мы до этого уже приезжали, что не просто в кемпинге 3 дня сидели, но просто как бы особо не снимали, потому что... Мы приезжали покушать. Приезжали покушать, да, и немножечко погулять. В принципе, да, он такой как бы... Тут много разных всяких вилл, то есть много чего тоже музеев.
Но так как у нас конец путешествия, мы, честно говоря, не особо гуляли, ходили, но вот одна достопримечательность, которую я точно хотела посетить, называется Долина Мельниц. На фотографиях, честно говоря, она выглядела более заросшая и зеленая, но вот, оказывается, ее почистили, и теперь она прям видно все здание. Как обычная вот заброшка. А так она была вся такая в зеленом мху, что ли, ну, всякой такой зелени. И она оказалась намного старше, но теперь как бы я даже сначала ее не узнала, потому что она выглядит довольно-таки... Здание не такое старое, кажется, когда его почистили. Наверное, его немножко приукрасили так как бы, потому что, ну, оно вообще хорошо выглядит. Ну, вообще классное такое ущелье большое. Вот сейчас еще немножко прогуляемся. Да, вообще у нас в 12 часов паром, и мы планируем на нем поехать, но и пораньше нужно прийти на него. Мы думали, как поехать до Неаполя, и мы решили, что на поездах мы уже ездили, а Неаполь с воды мы еще не смотрели, поэтому мы решили на пароме поехать. Вот, хоть он и дороже стоит. Поезд, наверное, где-то сколько поезд стоит? 5-6, а паром 15. Вообще, на самом деле, вот мне кажется, что Соренто тоже похож на все вот эти амальфийские города, но он, так как самый большой, то он как будто бы самый удобный, потому что вот какой-нибудь Амальфи, он такой маленький, что и там столько людей, что просто невозможно. Здесь хотя бы можно вот походить и подышать. Там, конечно, тоже мы видим толпа уже, да, но все равно как бы это не так сильно чувствуется, если в контрасте с каким-нибудь Амальфи. Вот так вот выглядит центр. Тут такое кольцо. Кругом заведение. Да. Просто. Ну, как, в принципе, во всех городах, тут база – это заведение. Тут это тоже супер популярное туристическое место с видом на дорогу. Людей тут, конечно, очень много. Вообще даже невозможно подойти снять. Там в центре прям... О, немножко разошлись, конечно, но все равно жестко. Delle belle tornando a riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, grande stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, l'uso franco, un gran casco, un gran turban. Вот, кстати, мы вышли к этой дороге. Тут тоже все фоткаются. А вот так вот выглядит снизу. Да, вон там те флаги, где мы были. Вон они. Ого, кошка по стене лезет. Мы пришли покупать билеты. Здесь везде только Капри, Амальфи, Позитано, Капри, все, короче. Но мы подошли в любую, спросить, где тут вообще билеты купить до Наполи, и они нам продали. Вот. Ну, это нам 2 билета и за багаж. Сейчас еще 3 евро. Сейчас вот 16 и 3,50 за багаж. 16 билет, 3,50 за багаж. Вот, пойдем сейчас искать наш паром. Пойдем заранее занимать места. Еще, конечно, больше 30 минут до него, но мы-то знаем, что как надо сесть сверху, занимать. Ну, может быть, будет и немало, не так много желающих, но ладно. Ну, не знаю, как будто бы тоже... Я так думала тоже, что как бы до сюда будет не так много желающих, но оказалось очень много, поэтому не будем испытывать судьбу, пойдем ждать. Уже еще 25 минут отправления, а уже вон какая очередь, мы первые, не зря занимали, получается. Вот. И казалось, что вообще у нас гейт не 9, а 8. Я пошла переспросила, потому что тут странно было написано. Стоим, ждем. 5 минут до отправления, пока ничего нет. Но какая-то лодка начала ехать, но странно, конечно. Да, а еще здесь, походу, действует какая-то система с премиум проходом, не знаю, потому что некоторые люди, вот он стоит, у него какой-то бейджик висит, походу он сейчас пройдет вместе там, с челиками, которые стоят сбоку. Так было с той лодкой, и сейчас это будет то же самое, походу. Вот мы уже в лодке. Тут, конечно, лодка побольше. Вот это 2-й этаж, кстати, он закрытый, но окна открываются. Да, есть бар тут. Да, апероль сприц. Лимончелло, все на месте, все есть. Но у нас вот окно вот открыто, это нам самое главное. Да, вот там люди еще садятся. Красота. Будем ехать смотреть. Ну, к слову, сейчас 12:10, мы еще загружаемся только.
так странно, там до этого на Капри ходил, и он там стоял, и там у него было 55, а оно 53-54 отправилось, то есть на 2 минуты раньше. А этот, как бы там человек пришел 55, и он мне такие, все, типа, опоздал ты уже, надо было раньше приходить. А здесь вот наоборот, уже 10 минут, если, например, кто-то опоздает на 10 минут, все, ничего страшного, приходите, вдруг не ушел, как бы. Мне кажется, мы еще минут 10 не отправимся в следующее, поэтому. Короче, вообще говоря, здесь очень жестко шатает. Так ты идешь, прям вообще по лестнице спускаться это вообще отдельное искусство. И тут пацаны управляют кораблем. Можно смотреть. Не, ну когда сидишь, так особо не чувствуется, но когда идешь, прям чувствуется. Итак, мы уже заезжаем в порт. Сейчас будем причаливать. Тут разные большие корабли стоят, конечно, да, здесь все-таки город побольше, сразу видно. Какой-то даже круизный. Вот, этот поменьше, но все равно, капец, там столько номеров, если посчитать. Кажется, балкончик — это отдельный номер. Здесь у рабочих, короче, вот самокаты есть. И они сюда приехали, вот он что-то делает сейчас, мы будем выходить. А был еще один челик, он просто потом раз погнал куда-то туда. Терминал в Неаполе выглядит вполне себе красивенько и новенько даже. Тут вот всякие подсветочки, там есть бар на улице с коктейлями хайповыми, какими-то голубыми. Ну, оранжевый — это понятно, что это апероль, а голубой я не знаю, что это такое. Только непонятно, куда идти. Да, мы, короче, мы перепаковывали тут вещи, и все люди наши ушли куда-то, с которыми мы приехали. Мы вообще прошли непонятно как сюда. О, тут, смотри, какие-то тоже, вон, с той стороны написано, не трогать. Часть Да, это, наверное, часть замка Кассела. тоже. Это тот замок, в котором мы были вот в первых частях. Он там в метро, вот там тоже порт было написано, и вот он к нему и прибывает корабль. Сегодня какой-то особенный день для футбольного клуба Наполи. Вот, тут все ездят с флагами, сигналят и так далее. Вот, тут вывешивают. Пикают, да. Песни поют. Еще хотел сказать, что в Неаполе прям очень много где сохранилась вот такая старая дорога. То есть, ну, наверное, сейчас уже везде, по идее, асфальт кладут, а здесь как-то вот эти камни. Вот, и они прям много где в центре асфальт. Даже не знаю. Конечно, это прикольно с одной стороны, но с другой стороны для подвески машин, особенно мопедов этих, они тут так трясутся постоянно, когда проезжают. Это вообще, наверное, для них это не очень хорошо. Но, думаю, все привыкли уже, так ездят и нормально. Мы пытаемся уехать в Икею, и у нас ничего не получается. Я почти сдаюсь. Тут не просто сложно и непонятно, как, на каких компаниях, куда ездить, как покупать билеты. Тут даже просто построить маршруты, даже если бы мы без билетов хотели бы ехать. Да, это непонятно, просто. Остановок нет, на остановках ничего не приезжает вообще. Это просто какой-то бред. Мы сходим вот туда-сюда, пытаемся разобраться вообще, что делать. Это просто какой-то кошмар. Да, мы сходили на одну, на вторую. Даже Вьетнам нормально был в этом плане, это вообще какой-то ужас. Мы думали, короче, заехать еще по дороге, типа в Lidl, там купить что-то, вот. Ну, наивные. Мы хотели это лимончелло купить, вот. Но сегодня реально играют эти Наполи, походу, там на стадионе что-то происходит, и поэтому, ну, по крайней мере, в один магазин мы зашли и сказали, что не продают сегодня алкоголь, не реализуют. Да.
Видимо, только в Возможно. маленьких каких-то ларьках реализуют. Да, Это как у нас, когда школьный выпускной, Да, кстати. Мы уже, наверное, час пытаемся выехать с этого города, и у нас ничего не получилось. Мы пришли еще на другую остановку, тут тоже ничего не... Мы хотели съездить и в Икею, и еще пиццу поесть, но походу за эти 5 часов, 6, которые у нас есть, тут мы сможем только пиццу поесть. 0 из 10 дорога в Неаполе, 0 из 10 Икеи в Неаполе. Все. Надеюсь, может быть, в каком-нибудь Риме мы сможем до него доехать. До Рима, кстати, даже отдельное предложение есть, там где написано расписание. А здесь вообще я не понимаю, как нужно ехать, вот куда он ездит, что это. Я еще хотел сказать, что да, тут действительно, короче, какие-то празднования происходят. Ну как празднования? Короче, Наполи играет сейчас финальный раунд, в финальном этапе серии А Кубка Италии. И вот, короче, у них тут типа решающая игра, они могут выиграть типа весь турнир этот. Если и обойдут Интер, короче, если выиграют сегодняшнюю игру против там другой команды какой-то. Вот, поэтому вот их поддерживают. Сегодня где-то в 20:45 вроде бы я читал, будет игра. Ну, то есть не сейчас еще не идет, но вечером будет. Но они уже готовятся вовсю. Не, они типа, как сказал этот капитан, не капитан, а менеджер там или кто-то, короче, от команды, что надо, так сказать, поддержать, но без празднования ранних, понимаешь? Вот. Да, ну смотри, как петарды взрывают, это вообще... Ну, Мне даже страшно туда идти. Ты представляешь, что будет, если выиграют? Да, вот нам показывают. Nice. Napoli campione. Yeah, good. Итак, продолжаем снимать. Икею вам не покажем, покажем вам, как город поддерживает команду футбольную свою. Класс, нам даже захотелось идти куда-нибудь смотреть. Да, мы подумали, может реально найти какой-нибудь барчик, сесть, там посмотреть футбол или что-нибудь такое, не знаю. Главное, за правильную команду болеть, а то я чувствую, живой не выйду с бара. Если майки перепутаю. Вот здесь. Пойдем. Ой, здесь будет футбол. Да, здесь организовывают площадку по просмотру футбола. Вот прям в реал-тайме. В общем, не продают даже соки, колу, чай, все, короче, это ничего не продают. Только вода. В общем, пиццерия закрытая, которую мы хотели посетить. Видимо, из-за того, что либо они смотрят футбол, либо они боятся беспорядков. Одно из двух. Салюты даже днем, весь день, начиная с 2 часов дня. Я Настю потерял. В общем, мы едим пиццу под звуки гуделок, свистелок, взрывов и прочего. Они поедут смотреть игру, потому что находится, игра эта будет проходить в Неаполе, на стадионе Диего Марадоны. Мы сегодня улетаем из Неаполя.
И сейчас вот мы выселились из этого отеля 4-звездочного. Так получилось. Да. Мы так вот переехали с палатки в 4-звездочный отель. Бывает такое. Рандом. Да. На самом деле вчера, мы поняли, мы не смогли ничего снять дешевле, просто потому что ничего дешевле не было, потому что все размели фанаты футбола. И мы не понимали сначала, почему такие цены большие, а потом оказалось, потом уже поняли, когда приехали, что из-за футбола. Еще хочу сказать про вчера. Вчера просто вообще невероятное было, то есть когда забили гол, мы, в общем, погуляли немножко, потом пошли домой, потому что все-таки не привыкли мы к такой движухе. Да, было немножко страшно, честно говоря, потому что это было очень громко, везде что-то взрывалось, и я чувствовала себя, честно говоря, вообще на какой-то войне, потому что просто эти звуки все, это меня как-то пугает. Вот. И, в общем, мы пришли домой, но зато у нас как бы вот этот отель, очень у него хороший вид сверху на город. Да. Вообще, кстати, на самом деле, не то чтобы дорогой, просто сейчас цены все взлетели раза в 3, поэтому вот так вот. В общем, и суть в том, что потом, когда, например, забили гол, то есть они даже еще не показали его, но просто было настолько слышно, как все начали орать, то есть просто... Даже не то чтобы... Потом уже пошли взрывы, эти Да. фейерверки, но сначала был гул такой, типа... Просто вот гул, просто вот крики, и это вообще я первый раз такое видела, чтобы весь город кричал одновременно, орал, кричал, тут вот гул. Я сразу поняла, что забили, потому что у нас как бы, да, это мы были еще не в центре, наверное, вообще оглохнуть можно было. Конечно, салюты вообще не смолкали, и после первого гола, потом между первым там и дальше как бы до конца, они как бы стали чуть меньше, а потом снова, когда вот именно уже все понятно было, что они выиграли, то вообще, не знаю, мы когда ложились спать, засыпали, они не смолкали, то есть там, не знаю, часами оно вот реально, утром уже не было, но вот в какой-то момент мы даже выглянули, и там, я поднялась на крышу, смотрела сверху, и это просто вообще весь город в салютах. Я никогда столько салютов в жизни не видела, и они просто не прекращались. И еще хочется сказать, что вот потом уже эти салюты, там просто такая образовалась прям туман, дымка над городом. Вообще вот это просто... На балкон мы вышли, там запах прям пиротешники такой. Да, хотя возле нас даже не запускали особо, то есть запускали именно в городе снизу, вот, а мы как бы сверху ночевали. Короче, это опыт, я считаю, незабываемый. Такого я никогда в жизни не видела. Конечно, если мы еще остались в городе, было бы вообще, наверное... Интересно, да. Но страшно. Страшно. Надо было, может быть, сходить вещи оставить и вернуться в город, потому что мы там типа с вещами были, вот. Но, как бы, если вот без ничего, так, может быть, только за свою жизнь боишься, так еще боишься за всю технику, которая с собой. Как бы вот это стрёмненько. А за жизнь тоже, конечно, стрёмненько. Но да, конечно, интересно. Мне кажется, мы в общем, пошли домой уже к тому времени, когда все фанаты уже начали стягиваться на стадион. Идем мы тут такие, значит, в магазин, в аэропорт, а тут... Я смотрю, какой-то герб знакомый. Вот цена. Да, прикольно. Такое здание старое, конечно. Ну да, дверь такая прям старенькая. Прикольно. Чувиха заблокировала проезд, автобус стоит, все стоят. Мопеды там протискиваются, в принципе, а ей все равно просто. Она сидит, все нормально. Вон, кто-то есть, но кого-то нет. Водителя. Водителя нет, да. На мопедах хорошо, на мопедах можно ездить. А еще там дорога прям вот так, в облаках почти. Вот такая прям эстакада целая идет над домами. 5-этажными и выше, не знаю. И мы тут также идем, гуляем. Хотели сказать еще про такой вот момент, что в Неаполе, да и в принципе на Амальфийском побережье много таких вот автоматов, там, где обычно собираются вот вечером, особенно любят люди тусить, то есть как бы они что-то берут. Да, особенно в маленьком городе, кем мы там шли, там тусовались. Это прям вот место встречи, то есть они тут часто... У нас, например, автоматы как бы редко кто берет что-то, а тут прям очень часто они в автоматах закупаются. Тут, видимо, просто цена такая же, как, например, в мелких этих магазинчиках частных, и поэтому как бы, пофиг, тут брать или там. Обычно еще тут рядом ставочки, но тут как будто бы ставочки тоже есть, но они закрыты. И сразу люди приходят, ставочки поставили, и как бы что-нибудь себе покушать купили, вот и все. Сколько приколов стоит?
25, 2 евро, да. Ну, как бы, Дорого, да? Но в магазинах тоже так же. В заведениях будет все дороже. Мы сдались и ждем автобус. Возможно, он не приедет, как обычно тут бывает. ну, написано, что он здесь есть, расписание даже какое-то висит. Да, это уже ничего. По И люди расписанию. какие-то ждут, поэтому... По расписанию он должен быть через 4 минуты назад, но люди сидят, мы надеемся, что он, как всегда, опаздывает и приедет, может, за 15 минут где-нибудь. Вот. Ну, а еще тут вот как бы мусорки. Такие, это остановка как бы тут. Вот. Мы немножко подъехали. Вот, приехали, кстати, не сразу к самому аэропорту, а вот чуть дальше. Автобус развернулся здесь на кольце, да? Да, автобус вернулся на кольце и поехал обратно. То есть, наверное, там вот подъезжать близко к автобусу может Только только на один. Алибасе. Да, это авиабас, но вообще на многих автобусах можно сюда подъехать поближе. Вот. То есть тут идти буквально 2 минуты. Зато стоит поездка как обычный автобус, а не как авиабас. Ну да, вот он сколько, рубль 30 стоит, а, ну, евро 30, а Алибас вроде 5 евро стоит. Да, даже евро 20. Вот такое вот у нас получилось путешествие. Вон, кстати, Алибас поехал. Зелененький. Значит, какие мои впечатления по поводу Неаполя? Город такой тяжеловатый, стремноватый, где-то, может быть, даже опасненький, не знаю. Ну, не то чтобы опасненький, просто когда ходишь там с камерами, со всем этим, то, ну, такое, не хочется привлекать внимание. По факту у нас никаких опасных ситуаций не было. То есть нас Ну, никто да. ничего не пытался украсть. Наоборот, вроде люди даже помогали, там что-то подсказывали. То есть- Сразу первый день сказали нам, что вот, смотри, камера, сейчас на мопеде у тебя ее, типа, вырвут. Поэтому... И мы смотрели. Ну, мы очень такие впечатлительные. Мы там вон на карабинах весь Дима. подготовились. Да, я тоже, вон чехольчик у меня. Но всю при поездку. этом город такой, как бы, ну, ну, не то что вайбовый, душевный. И при этом я бы даже сказал, не то чтобы душевный, как бы, как я почувствовал на себе эту душевность, но вот между собой люди как будто бы вот реально как-то близки, то есть там выйти просто 2 минуты вам по пути в какую-то сторону, поговорить о чем-то, хотя бы, может быть, даже не знаете друг друга, это норма. Да, а в маленьких городах так вообще там все идут. Мы просто сидели, там я наблюдала, и там просто все друг с другом здороваются. То есть просто вот все здороваются, и там чао, красотка там, как там, Бомбино. бомбино. Там Бомбино вообще... это такое, скорее, это... Эй, детка. Ну, не знаю, подруги друг другу тоже так говорят, поэтому нормально. Ну да, подруги, да, друг с другом, так типа говорят. Вот, поэтому, короче, вообще такое вот прям мне понравилось. Да. Вот, это что касается Неаполя. А касательно, например, вот этих гор, там, ну, там как бы классно, гуляешь, ходишь, особо не паришься даже, ну, как бы по привычке все равно я там застегивался, где-то что-то как-то старался, предостерегался, но, в принципе, там вполне себе безопасно и нормально. Все, короче, мы заходим в аэропорт и уезжаем домой. Всем пока. Пока! Rubino alla vittoria. Идем пешком к Alla самолету. gloria militare. Rubino alla vittoria. Alla gloria militare. Alla gloria militare. Alla gloria